Так, мы продолжаем проходить GreedFall. В предыдущей серии мы нашли деревню Эдем, собственно, где тырят святые реликвии. Мы выяснили, кто их тырит. Сын одной местной жительницы, островитянки. Мы пообещали ей его, в общем-то, не убивать, но... как получится, как получится. Пойдем, вернем эти реликвии. Ей еще вождь подсобил, типа он ее потом слил нам. Но вождь в итоге ровный все равно пацан, к нему у меня претензий никаких. Самый умный персонаж в игре. Всех прокинул. Так, еще по пути просветные знаки. Я понял. Это шушера напала на нас. Level up. Тем временем level up. Так. Ну что там? К сожалению, дали только характеристику. Так, алхимические препараты дальше. Вот это звучит вкусно. Так, но мы идем к двуручному оружию. Кстати, пинком я совсем не пользуюсь, а надо бы. Я его все-таки качаю. Неохотно, но качаю. Так. Понял. Идем пешком. О! Гига-ящерица. Блин, такое ощущение, как будто что за этих мобов выдают больше опыта, чем за квесты. Еще лагерь. Где-то... Да. Идем выбивать реликвии. Тут еще где-то личное задание Петруса было. Ну, может, не личное, но, по крайней мере, у него была просьба посетить деревню, где он был. Может, это не она. Блин, я хотел излутать. Так, это я тоже хотел излутать. Выпить 50 зелий. Еще один глоток. Но эти ловушки очевидные. Я напоролся, потому что хотел их залутать. Я хотел их подобрать, просто по карманам рассовать.
Так, вот эти таблички Моисея. Беру. Так, нас просили их не убивать. Отбой, отбой, не деремся. Не деремся. Отставить. Ну не деремся, мы обещали, ребята. Так, чуваки. Бог мне свидетель. Я их не убивал. Я и руки не поднимал на них. Ну, походу, все. Походу, их все-таки убили. Пацаны, ну зачем мы это сделали? Чуваки, ну в этом не было никакого смысла. Ну ладно. Я их не убивал. Я их не трогал и пальцем. Серьезно, вы мне свидетели, зрители. Ну да, как говорится, в жизни бывают моменты, когда зашел не в ту дверь, так сказать. Вот я зашел не в ту дверь, когда решил исследовать вот это вот троепутствие. Ну ладно. Не будем больше уж жульничать. Сделанного не вернуть. Принесем плоды своих, блядь. I'm sorry, Vindwal, but I had to resort to force. Your son and his friends are dead. Он сам виноват. Я не трогал его. Сорян. Вот так вот, минус репутация, минус реп мне сразу дали. Ну, я его не трогал. Ну, ё-моё. Это эти маньяки просто за мной идут какие-то. Страшно даже теперь с ними ходить. Заебашат меня где-нибудь в подворотне. Они мощные, они могут. Так. Я их снаряжал. Ну, пошли. Да блин, пацаны, не хотелось убивать этого челикса, но... Кто ж знал, что он там сидит, жопу греет у костра посередине? Я думал, сейчас будет какой-нибудь диалог, я подберу таблички, развернусь, будет какой-нибудь хитрый мув. Но ничего не поделать. К сожалению, больше ничего не поделать. Он мертв. И, в принципе, нехрен скрижали воровать. Он что, еблан, камни таскать из деревни? Зачем? Держите свои таблички обоссанные. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on Saint Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. Он уже понес. The culprit must be brought to justice. The exiles did it, and they are dead, so you won't have to chase them. May the enlightened forgive them for their crimes. I suspect they left you with no choice. Those natives were filthy. Еще какие лютые были. In any case, you would do well to keep a better Прям высиживали эти таблички, ничего не мог поделать, сорян. This theft would never have happened had you truly been in harmony with the natives. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. Чё надо-то? Come back at some point, but alas, I'm very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Что он мне дал?
1300 опыта и монеты. Дождаться результатов исследования. Ну ладно, мы сюда еще вернемся. Отправиться в деревню, о которой говорил Петрус. Это мейн-квест, кстати. Давайте делать допы. Возвращаемся в Сан-Матеус. Сейчас будем вынюхивать трусы предстоятельницы. Не буквально, а в смысле копаться в грязном белье. Искать секретики, скелетов в шкафу. Наверное, это, конечно, неправильно, но... Я пойдем на рассвете. Ложимся спать. Пошли. Так, продать. Мы тут хлама набрали. Клинок стражи предстоятельницы. Ну, определенно брутальные штуки. Парадный спадон красиво выглядит. Вот это байда круто выглядит. Ну, красота, красота, красота. Ничего не могу сказать. Мне все нравится. Так. Мне нравится. Мушкетон аристократа. Прям. Меткость 3 требует. Я недостаточно меток. Нет, не пройду. Блин, убрали бы это чучело. Я не знаю, обгоревший труп, он ведь начнет рано или поздно все равно вонять гнилью. Скорее всего, да. Вот отсюда это похоже на бретонскую архитектуру из Вахи. Так, и Петрус хочет сказать, что нам просто так дадут зайти и ходить по ее личной комнате, да? То есть Петрус хочет сказать, что это так. Да, это так. Записка от прислуги. Ваше святейшество, мы навели порядок подземелья, как и приказали. Гости вашего святейшества могут изволили попортить. Пришлось заменить все ковры, их было не отстирать. Надеюсь, новый вам понравится. Ключ от комнаты, как обычно, у вас в письменном столе. Ну, все этажом ниже теперь. Теперь нам надо в ее кабинет. И если я правильно понимаю, вот ее кабинет. Это не письменный стол, что-то мне кажется. Вот письменный стол. Я думал, в нем будет. Ошибочка. Вот будет ржака, если там какой-нибудь Глэк сидит на цепях. Любовник. This area of the palace is forbidden to visitors by order of the Mother Cardinal. We did not know.
Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Я слуга народа, считается? Так, переодеть спутников в одежду прислуги, удобный жилет. Пацаны, вы чё, угораете? Какая одежда прислуги? Какой удобный жилет? Ты чё? This area of the palace is forbidden. We did not know. The basement. Very well. Сорян. Давай, уходи отсюда. Да не буду я никого переодевать. Тем более, где я возьму этот удобный жилет? Они еще прикалываются. Блять, походу надо идти в комнату прислуги. Они недоступны. Ну тут путь только наверх. Я не думаю, что статуя Гендальфа нас куда-нибудь выведет. Да, тут только наверх идем. Вот какой-то стоит чмоня. Дай мне одежду прислуги. Не дает. Это тоже не похоже на комнату прислуги. И это не похоже на комнату прислуги. Это похоже на комнату фаната шахмат, судя по стенам. Ты же прислуга? Да, я... Кошмар. Где я найду? Это тоже не комната прислуги. И даже это не комната прислуги. Хотя, очень похоже. Господи. Вы угораете. Предмет уже выбран. А как его убрать? Ладно. Так, Петрус. У меня идеи кончились. Вот и не надо никакой одежды прислуги. Все и так работает. Бордель у нее под замком. We should search this place. For goodness sake, this room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. It seems that someone forgot their earring. Ugh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would И трусы. wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry. Ты посмотри на его усики. Конечно, он разбирается. We are here at the heart
of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Tuleme, unfortunately. Почему, к сожалению, завидно не звали? Organize these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Ну, подвал ускользнул. Ну, как подвал? Потайная комната. В книге много записей о кредитах, взятых у ростовщиков. Каждой записи о расходах соответствует приход на такую же сумму. Речь идет об огромных суммах, но источник прибыли не указан. Кроме того, содержится много записей о периодических выплатах с пометкой «Леденец». Ну, понятно. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. Ой, монетные стражи, это вообще как там за 10 медиков превратят всю казарму в бордель. Этим повода можно и не давать. Они сами справляются. Здравствуйте, сэр. А глубже еще что? Если на такой глубине уже бордель нашелся, то что будет там? Русский рэп, наверное. Поэтому даже не дают спуститься. Так, ну пошли куртизанок допрашивать. С пристрастием. С пистолетами, с выстрелами, с тяжкими телесными. Копперфильд. Ну, как говорится, там, где монетная стража, там и проститутки, судя по всему, да. Они в одном здании тусят. Я не удивлен. Can I get you anything? I'm here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? Do you think that the Mother Cardinal may have ever been here? Are you drunk or something? You sometimes deliver goods to your big clients, isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. What can you tell me about a certain Candy Cane? Candy Cane? Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. I have to go.
I will leave you to your work. Разговорчивый трактирщик. Достаточно дельные вещи сказал. Пошли вниз. Так, нет, походу еще капитана надо допросить. Давайте не будем мне мешать. А, нет, слушай, все. Он больше ничего не говорит. Пошли тогда вниз. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Еще одна арена. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I Так он can find him? фокусник. He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment, where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts. Еще одна арена. Поздравляю. Мы будем чемпионами по ходу 2 арен. Может даже 3, если в другом городе тоже есть. Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? I must be going. Next time, Ну, then. ставки мне не интересны. Так, арена монетной стражи. Это та же самая или это другая? Давайте проверим. Вот уж чего-чего, а я не знаю. Ready to excite the crowd. Это та же самая. I need to get going. Наверное, разные. Распорядитель один и враги одни. Города-то разные у нас. Мы сейчас, напомню, не в этом. Не в сирене, в новой. Просить проституток, поговорить с трактирщиком, поговорить с букмекером. Это мы сделали. Так, нет, стоп. Проститутки в другом месте. Они внизу, они еще дальше, где-то здесь в комнатах. Так, с букмекером мы поговорили. Ты проститутка? Ну, судя по всему, да. Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will. Капец, чел из монетной стражи сутенер. Не так я себе их представлял. Special arrangement. Блин. Here you are. Thank you, my lord. I'll let you take your pick. Thank you. Так, стоп, я что? Have you found anything to... Yes, but I like... Don't hang around. Стоп, подождите, вы серьезно? А, мне надо их допросить. Так, ну я выбираю его, наверное, леденец сон. Well, here's Нет, это жигало. What can I do for you, pretty face? I wanted to know who this earring belongs to. Oh, this really isn't my day. Show me, pretty face. Given the way it shines, it must be a piece of junk. It probably belongs to one of the girls. It's really Он любит только гламур, только оригинал. Well, if that's all that you're here for, I'd rather get back to the grind. Вот эта красная There шапочка are too стояла. many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we're here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right.
Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all? No, do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me, but I don't know them. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name. No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Do you think that an important person from Teleme could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Ну, харизму зря качал, что ли? Давайте Admit it, тыкать. you must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people, wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. Блин, а он ведь правду сказал. У меня из башки все вылетело. Я думал сейчас о бургерах. И о том, что спать охота. Ну ладно, давай дальше. Давай леденцы. Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Плохого человека леденцом не назовут. In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. This woman in the green coat. Could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important then. Thank you for your help. Да это предстоятельницы, 100%. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. И не только клиентов. Так. Поговорить с букмекером. Мы поговорили с трактирщиком. Поговорили. Поговорить с ростовщиком. Ну я же со всеми поговорил. Почему закрылась только с проституткой? Или не закрылась? Да, закрылась. Давай договорим с ним. Good day. Welcome. On what would we be betting? On the fights in the arena. Quite a few come here and bet. And do they win? A few do. I must be going. Next time. Это мне ничего не дало. С ростовщиком, с букмекером, с трактирщиком. Так, но мы не говорили только с ростовщиком теперь. Где он? Вот оно. Какой важный перец. Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I'll get straight to the point.
I have bad news for you. I know about the decadent parties at the palace. I know that you take part in them. What? But what are you talking about? Stop acting all innocent. I have На вечеринки ходишь. Не в те двери заходишь, значит. Your reputation isn't spotless. There are others who have a lot more at stake than you. What if I were to spread it around town that you boast about being there? You know what happens when tongues wag too much. That's enough. All right, I get the message. What do you want? It would appear that you know the Mother Cardinal very well. I know that she borrowed money from you. I even know how much. What I want to know is why. I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she's plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like Вот будет крутой everyone else. твист, если это она и есть. There are some rumors. То есть у этой предстоятельницы и есть погоняла в леденец. What kind of business? И она главный Oh, сутенер. nothing to do with my line of business. He deals in arena fights, which would be on me. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. Или будешь мертвый, как труп. Так, букмекер. Ну я же уже говорил с букмекером Сан-Матеуса. Что мне еще о нем сказать? Я же уже все обкашлял. Come closer. Don't hesitate. All of our products are a blessing from the enlightened. We supply the mother. Заданий нет. Can I get... Look who it is. I'm looking for a woman who comes here. She always wears a long... Yes, I have seen this. All I know is that I've seen a steward of the palace who... I have to go. Все, закрыли это задание. Так это ты леденец, наверное, Good хитрожопый. day. Welcome. You here to wait? I'm looking for someone. A woman. Yeah, I know who you mean. She comes in, especially for the big fights, and she has pride. Do you know where I can find her? No, I don't even know. She wouldn't happen to be coming back to collect... No, and I can't really... I must be going. Next. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain Candy Cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he's just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Найти, допросить леденца. Ну ладно. Он недалеко. Эксперт по отравлению. Отравить врагов 100 раз. Так, ну я не знаю, откуда эти бичи взялись.
Чё так опасно-то в селе ночью? Жесть. Опаснее, чем в новой сирене. Между прочим, блин, город богословов. Чё-то вера им не сильно-то помогает. Ты леденец. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desade, legate of the merchant. Блин, это же Вильгельм внешне. I imagine in these cases, the one accompanying you. Я знаю этого актера. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on, it was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. Ну, отлично. Все шикарно. Ладно, дальше мы продолжим в следующей серии. На этом мы пока закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем пока.